Всем привет, друзья, с вами Том, и сегодня я записываю факты об индюшке, плюс приколы, которые я встретил еще когда я имел свой старый аккаунт, и с 22 года. Начинаем. Первый факт. Как и индюшка, так и скрипты были созданы в один и тот же день. То есть в 4 марта или 3 апреля. Третий факт. Как говорится, мелкая, как драг-испанец. Испанец или мексиканец. И, кстати, намек на то, что дрэк испанец или мексиканец, это можно понять по старому описанию бандюшки. Короче, вместо выживать из бандюшек, берите оружие и объекты стен, защищайте себя, вы можете пригласить друзей, что там бла-бла-бла-бла-бла. Имелось другое описание. Она более короткая и более информативная. Вот так выглядело ранее описание бандюшки. Если перевести, то там написано: выживать от бандюшек есть бесплатное оружие. И да, это оригинальная бандюшка от Дрека. От Дрека все такое. И, как говорится, следующий факт. Как выглядела бандюшка еще с ранних годов. Вот так выглядела ранее бандюшка. И, как говорится, футажи раннего бандюшку буду брать с других ютуберов. Таких как Крака. И так выглядела ранее бандюшка. Как говорится, кнопка бега маленькая. У кнопок отсутствует, отсутствует что-то. Кнопки сливаются со стеной. И напоминает, как будто там деталька прикреплена. Кстати, когда спавн был, имела морду бандюки. Неизвестно, почему ее убрали. Она выглядит прикольно. Вот он еще факт. Тогда существовали еще и серые башни, которые позже убрали в 22 году. Как я помню, после обновления с клонами. Короче, тогда коричневые лестницы имели такую постройку. Это то же самое с серыми башнями, которые, да, не видно из бандюшек, но могу как-то найти. Ладно, не нашел, но понятно, что тогда все башни там имели старый такой вид лестниц. Я могу показать, почему старые лестницы. Короче, до добавления Траспарка, это такая лестница, которая есть, но вот. Вот так она выглядит. Да, непонятно, но она так выглядит. Тогда еще давно существовала другой вид лестниц. В Боблоксе еще давно не существовало такого вида парта. Игроков приходилось делать лестницы из сотни партов. Вот так выглядит такая лестница. Вот так она выглядит. Тогда она вот так выглядела. И все так делали. Но из-за того, что, как говорится, управление игрока было тяжелым, как говорится, было сложно взбираться на такое. И, как говорится, Дрек решил добавить и другой вид. Как говорится, тоже лестница. Вот такой тоже вид лестницы для тех, кто не может забраться. И, как говорится, Дреку пришлось, как говорится, из-за того, что это было сложно, убрать и заменить на вот эти лестницы. Я думаю, это хорошая идея. Следующий факт это почти не факт, но если написать Дрек в поиске, то попадется видосы по бандюшке.
Не выбирайте вот эту, именно это. Тогда вот видосы по бандюшке будут. Следующий факт. У Дрейка есть YouTube и Twitter. В Ютубе, как говорится, он ничего не публикует, но общается со своими фанатами. А в Твиттере он иногда публикует какие-то посты. Да блин. Короче, я застрял на моменте с верификацией, но он пишет некоторые новости, там мелкие посты, как говорится. Иногда пишет своим фанатам. Вот один из постов для Дрека. Это, как говорится, ну, Бас решил написать, что типа, пожалуйста, уменьши силу Кока-Колы. И Дрек ответил с маленьким удивленным. Но я хочу сказать одно. Дрек как и словами может общаться с челами, как и стикерами. Один из постов для Дрека, который отправлен, это идея для чела, который сказал, что типа, когда бандюшки умирают, добавьте там, как они превращаются в лужи, и когда спавнится анимация, где лужи там. А когда игроки умирают, типа рэгдолл физика происходит. И Дрейк нормально ответил, что типа, нет, чел, я не буду добавлять это, так как я хочу, чтобы игра работала на всех устройствах. Еще один факт. У Дрека есть группа. Бандюшка Дрек. Но раньше там можно было писать какую-то идею, и Дрек бы добавил это. Я могу вам сейчас показать, как она выглядела еще до того, когда Дрек удалил чат, и описание изменил на описание. Короче, я покажу ранний вид группы на видосе, где я заснял читеров бандюшки. Не нашел части, но помню, другие челы тоже писали, что типа какой-то кулкит опять подрывает всех молоком, все такое. Я это снял это. Да. И в бандюшке тогда существовал донат. И да, это понятно, но нет, не молот, не утку и не сыра. Нет. Это был донат пожертвования, типа. Прислать 5 бобоксов, 10 бобоксов, там 25 бобоксов и смайлик. И можно было получить каким-то образом, если долго играть. И вот так выглядел бандюшка. Еще до добавления доната. Нету этой полки, просто плита и все такое. Ладно, еще один факт, и тогда интерфейс бандюшки выглядел хуже. Сейчас покажу. И вот он. Да, не различить, но там есть две кнопки. Это радио и что-то там связано с камерой. Это просто кнопка с текстом, как кнопка с бегом. Кстати, раньше были кнопки, чтобы перезапустить морф. Вот уже видно, что в Северной башне тоже есть гостиница старая. Это я покажу пару минут назад. Короче, раньше интерфейс выглядел как кнопка с текстом. И вот в середине 22 года и до 24-го выглядел вот так. Радио, наушники и ресет. Да, я понял, что камера это ресетница. Сейчас интерфейс выглядит так. Простенький, как говорится. И теперь ресет, теперь просто ресет написано. Да, видос был немножко коротким, но хотя бы что-то рассказал насчет бандюшки. А так, пока-пока всем. Ждите новых видосов. Всем пока.